Кирай возглавил мужскую сборную США. Перуджа и Sunbirds проведут серию предсезонных матчей. Определились все участники группового этапа мужской лиги чемпионов. Олекна сразится с бывшим клубом. Это и многое другое вы увидите в новом выпуске волейбольных новостей. С вас, как обычно, лайк и подписка на канал, а с меня свежие волейбольные новости. Если вы хотите смотреть трансляции и записи матчей топовых чемпионатов, то жду вас в своей группе ВК. Присоединяйтесь к лучшему волейбольному сообществу по ссылке в описании. В американском волейболе произошло значительное изменение. Легендарный тренер и игрок Карч Кирай назначен главным тренером мужской сборной США до Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе. Он заменит Джона Спиро, который после 12 лет в роли тренера мужской сборной стал президентом Федерации волейбола США. Спиро уверен в успехе Кирая. Величайший победитель в истории США теперь возглавит мужскую сборную для победы на домашней Олимпиаде. Его трудолюбие и интеллект делают его идеальным лидером для новой главы, отметил бывший тренер сборной. Карч Кирай до этого руководил женской сборной с 2012 года, приведя ее к олимпийскому золоту в Токио в 2021, серебру в Париже в 2024 и бронзе в Рио в 2016, а также к победе на чемпионате мира в 2014 году. Кирай отметил: четверть своей жизни я посвятил женской сборной, теперь я рад новым вызовам и стремлюсь помочь мужской команде достичь великих успехов. Кирай считается одним из величайших игроков в истории волейбола, завоевав 3 олимпийских золота и множество других наград, включая титул лучшего игрока 20 века по версии FIBA. Представители клуба Сантори Sunbirds посетили матч итальянской суперлиги между Перуджей и Чистерной. Президент Перуджи Джино Сирчи сообщил о сотрудничестве с действующим чемпионом Японии. В рамках этого партнерства команда Анджело Лорензетти отправится в Осаку на предсезонное турне перед сезоном 25-26, где они проведут 2 матча против Sunbirds. Сирчи назвал это сотрудничество важным шагом для клуба, открывающим доступ на японский рынок. Напомним, что с этого сезона за Перуджу играет японский доигровщик Юки Ишикава, а за Sunbirds Ран Такахаши. Матчем Тироль и Орион Старс завершился квалификационный раунд Лиги Чемпионов. Австрийский клуб одержал 2 сухие победы и пробился в основной групповой этап турнира. Как распределились команды по группам, вы можете посмотреть на ваших экранах. Максим Михайлов провел 650-й матч в составе «Зенит Казань». Такой юбилей легендарный российский диагональный отметил победу в гостевом дерби с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Пожелаем пулемету Максиму как можно дольше радовать болельщиков своей яркой игрой. Япония строит амбициозные планы по развитию волейбола. Цель – сделать свою лигу лучшей в мире к 2030 году. Президент японской лиги Масаки Акава в интервью бразильским СМИ рассказал, что японцы делают ставку на игроков из Южной Америки, чтобы привлечь больше звезд волейбола. А чтобы усилить уровень соревнований, с сезона 2024-2025 в каждой команде смогут выступать одновременно 2 иностранца. Также ужесточатся правила лицензирования клубов. К 2027 году все команды станут полностью профессиональными. Мы сосредоточены на повышении уровня конкуренции, бизнес-потенциала и управленческого качества, отметил Акава. Как вы считаете, способен ли японский чемпионат выйти на лидирующие роли в ближайшие годы? Бартош Курок получил разрешение от врачей на возобновление тренировок. Игрок после неудачного рикошета в матче первого тура плюс лиги получил травму глаза, и лишь спустя 6 недель он получил разрешение на возобновление тренировок. Так что, скорее всего, мы увидим 36-летнего диагонального на площадке не раньше, чем через 2 недели. С 16 по 18 мая 2025 года в Миличе в Польше пройдет волейбольная катушка. Уникальное мероприятие, объединяющее пляжный волейбол, рыбалку и активный отдых. Идею этого необычного ивента предложил Вильфредо Леон, который постарается привлечь к нему звездных волейболистов, и уже есть договоренность с Лукашем Качмароком. Леон также отметил, что на турнире будут участвовать известные волейболисты, а попробовать себя в соревнованиях сможет каждый. Организаторы обещают множество развлечений, матчи по пляжному волейболу с участием лучших волейболистов и рыболовов Польши, совместный просмотр финала Лиги Чемпионов и многое другое. А вы любите рыбалку? Кстати, друзья, вы можете забрать подарок от нашего партнера по ссылке в описании. Наслаждайся игрой, остальное за Винлайн. Традиционно переходим к результатам топовых чемпионатов и начнем сегодня с российской суперлиги, где легендарный российский тренер Владимир Олекна столкнулся в противостоянии с клубом, которым он руководил большую часть своей тренерской карьеры. «Зенит Казань» пожаловал в гости к «Зениту» из Санкт-Петербурга.
Очевидно, что казанский коллектив был фаворитом в этом противостоянии. Хозяева все еще находятся в поисках своей лучшей игры, но они были настроены, чтобы дать ожесточенный бой очевидному фавориту текущего сезона. Олег настаивал на том, чтобы его подопечные обеспечили максимальный риск на подаче, но, к сожалению, для санкт-петербуржцев это вылилось лишь в большое количество ошибок, которое и не позволило им зацепиться хотя бы за один сет. Казань одерживает гостевую победу 26-24, 25-19 и 25-22. Команды повторно встретятся 3 ноября в рамках четвертьфинальной стадии Кубка России. Напомню, что именно этот матч стал 650-м в составе «Зенит-Казань» для легендарного российского диагонального Максима Михайлова. Белогорье в домашнем матче смогло сломить сопротивление «Факела» со счетом 3-1, 25-20, 25-23, 23-25 и 25-17. Отдых на этот матч получил капитан команды Павел Тетюхин, но он был вынужден ненадолго появиться на площадке в концовке первого сета, когда Андрей Марченко получил травму. Пожелаем скорейшего выздоровления доигровщику Львов. Результаты всех оставшихся матчей 9-го тура Российской Суперлиги уже находятся на ваших экранах. Большая часть поединков завершилась со счетом 3-0. «Зенит-Казань», продлив свою победную серию, продолжает возглавлять турнирную таблицу. Сегодня они могут упрочить свое лидерство, если одержат победу над «Динамо» из Ленинградской области. Из российской суперлиги плавно перемещаемся в суперлигу итальянскую, где также было на что посмотреть. Центральным матчем обязан был стать поединок между Трентино и Перуджией. Чемпионы Италии последних 2 сезонов, при этом не потерпевших ни одного поражения в текущем регулярном чемпионате. Чья-то серия просто обязана была прерваться. Хозяева в лице Трентино уверенно разобрались с дьяволами без Джанелли в первом игровом отрезке, что давало им надежду на позитивный для себя исход этой встречи. Но потрясающая глубина состава действующего чемпиона Италии не позволила команде из Трента остаться непобежденными. Олег Плотницкий, который вновь вернулся в стартовый состав Перуджи, помог своей команде одержать важную победу в 4 сетах: 19-25, 25-22, 26-24 и 25-19. В Италии была еще одна команда, которая шла без единого поражения, и это команда Пьяченца, которой с огромным трудом удалось эту серию продлить. Они пожаловали в гости к Падове, которая в 4-м сете имела 6 матчболов, но ни один из них реализовать так и не смогла. Так что гости добыли победу 3-2, 22-25, 25-22, 23-25, 30-28 и 15-11. Падова в этом сезоне уже успел отобрать очки не только у Пьяченца, но и у Перуджи. Активно за лидирующей группой гонится Верона, ведомая неудержимым Номори Кейта, который в гостевом матче против Милана успел поиграть и на позиции доигровщика, и на позиции диагонального. В этой встрече было очень много смен лидерства и длительных рывков от каждой команды, более свойственных для женского волейбола. Зато болельщики во время просмотра смогли пережить огромный спектр различных эмоций. В итоге 31 очко от Кейта помогло Вероне одержать 4-ю победу подряд: 17-25, 26-24, 25-22, 30-28. Результаты всех матчей 5-го тура итальянской мужской волейбольной суперлиги находятся на ваших экранах. После победы над Трентино и потери очков от Пьяченцы, Перуджи врывается на первую строчку турнирной таблицы, а вот Милан и Монца на данный момент находятся вне зоны плей-офф. Польши на прошлой неделе не только успели доиграть 8-й тур плюс лиги, но и уже провели большую часть 9-го раунда регулярного чемпионата. Началось все с грустных новостей для болельщиков команды из Жешува. Рисовия после неудачной серии матчей против топовых польских коллективов также уступила на своей площадке Норвиду в 5 партиях: 17-25, 25-23, 25-15, 28-30 и 12-15. Хотя в 4-м сете они имели 2 матчбола при счете 24-22. Более удачным для них получилась поездка в Ольштин, откуда Самойлову и его коллективу удалось привести 3 очка после легкой победы над местным клубом: 25-22, 25-14 и 25-18. Несмотря на безумный зрительский интерес и на заполненные трибуны в Люблине, матч между хозяевами и Заксой закончился достаточно быстро: 25-16, 25-22 и 25-20. У гостей аргументов здесь не нашлось. С большим интересом лично я ждал матча 9-го тура, где Люблин поехал в гости к проекту Варшава, где разыгрывалось первое место в турнирной таблице. Несмотря на статус единственной непобежденной команды в Польше и уверенную победу в первом сете,
Люблину пришлось спуститься с вершины плюс-лиги. Проект Варшава спокойно забирает последующие 3 сета и наносит Люблину первое поражение в сезоне: 21-25, 25-20, 25-15 и 25-21. Неожиданным для многих получился исход матча с участием действующего победителя Суперкубка Польши Аурона. Данный коллектив гостил у Гданьска. Хозяева не просто смогли отобрать очки у более звездного клуба, но и, набрав 5 очков подряд в концовке 5-го сета, они сумели нанести 3-е поражение своему сопернику и добавить 3-ю победу в свой актив на старте этого сезона плюс-лиги. 18-25, 26-24, 24-26, 25-22, 15-12. Результаты всех матчей, что прошли в Польше на предыдущей неделе, сейчас традиционно находятся на ваших экранах. Проект Варшава после небольшого перерыва возвращается на лидирующие позиции в чемпионате, но уже сегодня их может оттуда подвинуть Ешевский, если сможет переиграть в гостях СКРУ. И прошел уже 3-й игровой уикенд, который пропускали Sunbirds и Tridents, так что в субботу и воскресенье состоялось всего 8 матчей. Любопытно было наблюдать за домашними матчами Блютиона, где они у себя принимали Wolf Dogs, и это было действительно горячо. Юджи Нишида и компания чуть не повторили свой перформанс, где они уступили в матче, ведя по счету 2-0, но в этот раз они смогли взяться за дело и выстоять в 5-м сете. 25-22, 25-23, 20-25, 16-25 и 15-9. Wolf Dogs были серьезно настроены и во второй встрече. Они смогли забрать себе первый сет, имели 2 подряд сетбола во втором игровом отрезке, а также почти отыграли со счета 20-24 в третьем. Но даже этого не хватило им для того, чтобы добыть для себя очки из этого противостояния. Блютион одерживает победу в этом матче и поднимается на первую строчку в турнирной таблице. 22-25, 26-24, 25-23, 25-16. Забраться на вершину им позволили 2 поражения от Blazers на домашней арене, которые до прошлой недели шли без поражений. Их гостям стали неуступчивые Stinks, за которых все же дебютировал Рикардо Лукарелли. Несмотря на то, что первый матч завершился со счетом 0-3, оба сражения были действительно красивыми и интригующими, и половина сетов завершалась с разницей лишь в 2 очка. Первая встреча закончилась 27-29, 22-25 и 23-25. Хозяева смогли занести себе в турнирную таблицу 1 очко после 2 матчей. Второй гостевой баттл против Stinks растянулся на 5 сетов: 19-25, 27-25, 29-27, 14-25, 11-15. Результаты японского игрового уикенда сейчас находятся перед вами. Как я говорил ранее, Блютион после 6 матчей оказались на первой строчке в турнирной таблице. Следом за ними идут Stinks, а действующие чемпионы Sunbirds пока что замыкают зону плей-офф, но имеют 2 матча в запасе. Бразильская суперлига активно подключается к нашему списку. Там уже завершился первый тур и уже было сыграно 2 матча 2-го раунда. Действующий чемпион сессии одержал 2 уверенные победы на старте нового сезона, переиграв Неврологию и Сан-Жозе, отдав за 2 матча всего лишь 1 сет. Клуб Прая, который примет у себя клубный чемпионат мира, пока что принимал у себя также участника предстоящего турнира – Сада Крузейра. Репетиция, возможно, предстоящей баталии вряд ли порадовала хозяев. Они уступили именитому сопернику в 3 сетах – 18-25, 22-25 и 24-26. Результаты всех матчей, прошедших за последние 7 дней в элитном бразильском дивизионе, вы можете посмотреть на ваших экранах. Традиционно закрываем наш обзор результатов чемпионатом Турции, где с каждым туром становится все меньше непобежденных команд. Фаворит текущего сезона Азират смог исправиться за поражение в предыдущем туре и остановил победную поступь Фенербахче, одержав гостевую победу 1-3, 21-25, 25-19, 25-13 и 25-20. Обидчики Азирата Халкбанка в этом туре экзаменовали у себя дома лидера турнирной таблицы. Как бы это странно ни звучало, Спорт-Тото. Пусть гости пытались оказать достойное сопротивление, так ни одного сета они взять и не смогли. 25-22, 26-24, 25-20. Так что теперь в ФЛР-лиге новый лидер. Галатасарай одержал 4-ю победу на старте нового сезона. В этот раз пострадал Стамбул. 25-21, 18-25, 25-15 и 25-15.
Результаты всех матчей 4-го тура чемпионата Турции сейчас находятся на экранах ваших устройств. Также там находится и турнирная таблица, где произошла смена лидера. И это уже становится некой традицией, что команде с первой строчки предстоит в следующем туре играть против Халкбанка. Это были самые интересные и яркие новости из мира волейбола за последние 7 дней. Я уверен, что это видео вам понравилось, так что очень надеюсь, что вы оцените мои старания лайком. В этот раз я попытался более развернуто и разнообразно вести повествование. Хотите раньше всех узнавать свежие волейбольные новости, то подписывайтесь на мою группу в Telegram, ссылка на нее будет в описании. Буду безумно рад видеть там каждого, у нас там есть уютный волейбольный чатик. Ну а с вами как обычно был Николай Иванов, любите то, что вы делаете, и все у вас обязательно получится. Скоро увидимся, пока.